Вы купили ЦАП по цене слитка золота, включили запись DSD 1024, но звук все равно не дотягивает до живого симфонического концерта. Знакомая ситуация. Иногда кажется, что проблема решится, если поднять частоту дискретизации еще выше или купить кабели подороже, новый усилитель. Но сегодня мы расскажем, почему гонка за мегагерцами и аудиооборудованием не делает звук натуральным и в каком направлении нужно двигаться. Вы узнаете, стоит ли бояться джиттера, почему ваша комната важна не менее дорогого усилителя и зачем на самом деле нужен апсэмплинг, если новых деталей в музыке он не создает. Смотрите до конца, мы разберем самые горячие вопросы наших зрителей и даже ответим тем, кого слишком сильно волнует внешность ведущих. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Аннабелла. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Начнем с этого вопроса. Подскажите, пожалуйста, аудиоплеер, название этого устройства, хороший или искать что-то другое? Мы не даем рекомендаций по аппаратуре и программам. Наш профиль — открытие глубинных слоев, общего профессионального понимания аудиотехники, философия звука и музыки. Мы не занимаемся обзорами. Если вас интересует звучание устройства, то при малейшей возможности обязательно послушайте его перед покупкой. В идеале в спокойной домашней обстановке, вдумчиво. Только так вы поймете характер устройства лично для вас. Посмотрите на полярность отзывов на маркетплейсах. Одно и то же устройство вызывает у людей диаметрально разные эмоции. Все мы достаточно разные в плане слухового восприятия и вкусов. Читать отзывы полезно, чтобы понять общий тренд или надежность. Но финальный судья — это только ваши уши. Такой комментарий под нашим видео. По поводу высокой частоты сэмплирования. Можно провести эксперимент. Записать любые звуки окружающей среды или какой-нибудь оперный или симфонический концерт на современной АЦП в 700 плюс кГц. 32 бит, DST 256. Запись не обрабатывать и не компрессировать. Полученный результат послушать. И думаю, это будет не равно аналоговому звуку точь-в-точь, а будет хуже. И это все можно дополнительно апсэмплировать в DSD 1024 и выше, и PCM 3072 кГц. И запустить на современном аудиофильском ЦАПе ценой равной слитку золота. И тут тоже на 100% не будет соответствия оригиналу. Значит, нужна большая частота сэмплирования и битность, а также более совершенные фильтры, чтобы на 100% прийти к оригиналу. Также нужна частота звука выше 100 кГц, чтобы все обертоны и гармоники были как в окружающей среде. И еще в окружающей среде нет никаких фильтраций частот вообще. Хотя тут есть один нюанс. Может, комбинация определенных частот будет найдена для идеального восстановления сигнала. Но у некоторых аудиофилов есть потребность в гипердетализации звука. Это уже тема не получения полноценной картины, а потребность рассматривания фото или картины под огромным зумом, лупой или микроскопом. Что скажешь? Сначала надо определиться, до какой полосы вообще имеет смысл записывать звук. Установлено, что человек не слышит ультразвук напрямую. Это подтверждено на текущем уровне исследований. Да, наука не закрыта, и эксперименты продолжаются, но на практике это пока не меняет базовую картину.
При этом ультразвук может проявляться в системе косвенно, в виде продуктов интермодуляции. Но это уже не про точность, а скорее про характер звучания. Искусство построения системы воспроизведения. И что насчет захватываемой при записи полосы? Если ориентироваться строго на слух, достаточно диапазона до 20 кГц. Если закладывать запас и учитывать возможные косвенные эффекты, диапазон порядка 80-100 кГц более чем достаточен. Энергия гармоник быстро убывает с ростом частоты. Поэтому гонка в мегагерцы здесь не дает практического выигрыша. То есть мы уже можем определиться с частотой дискретизации? Конечно, и если система удовлетворяет теореме Найквиста-Шеннона, то сигнал уже может быть полностью восстановлен. Повышение частоты дискретизации дальше не делает звук ближе к оригиналу, а лишь упрощает работу фильтров и снижает побочные эффекты. Поэтому в теории даже 200 кГц – это уже избыточный запас. А на практике, да, иногда используют больше, потому что реальные фильтры не идеальны, особенно проблемные аналоговые фильтры, ну и цифровые не без недостатков. Тогда почему запись все равно ощущается хуже, чем живой звук? Потому что ограничение не в частоте дискретизации. Основные потери происходят здесь. Микрофоны, АЧХ, направленность, размещение, помещение записи, конфигурация воспроизведения, решение при сведении и мастеринге. Ты сравниваешь не цифру и аналог, а запись и живое восприятие, где огромную роль играет пространственная картина, распространение звуковых волн и воздействие на уши и на тело. То есть после этого надо просто заняться комнатой прослушивания? Не после этого, а желательно в самом начале. Комната — это часть системы. И важно понимать, даже идеальная запись не содержит всей пространственной информации реального зала. Бинауральная запись приближается к этому, но она лучше работает в наушниках. С колонками ситуация другая. Они сами создают поле отражений в комнате, и эта геометрия неизбежно отличается от исходной. То есть ключевая мысль, разница между записью и реальностью – это не только про частоту. Не про частоту. Живой звук — это сложная система отражений, постоянно меняющаяся сцена, участие слушателя в пространстве. Запись — это модель, а не копия. И что тогда с гипердетализацией? Это точное наблюдение. Не забывай, что аудиофилия — это где-то на грани точности звука и искусства. Системе не обязательно стремиться к естественности. Можем поработать в сторону подчеркивания микродеталей, как изображение с завышенной резкостью. Это уже не про «как в жизни», а про другой способ восприятия. Можно сказать, отдельная эстетика. В итоге, увеличение частоты дискретизации само по себе не решает задачу натуральности. Разница с реальностью заключена в распространении акустических волн, а не только в килогерцах, градусах и децибелах характеристик аппаратуры. А звук под микроскопом – это скорее художественный выбор, чем точность. А подробнее об ультразвуке вы можете посмотреть в нашем ролике по ссылке в описании к этому видео. Нас спрашивают, если можешь слушать спокойно музыку больше часа, акустикой помещения можно не заморачиваться? Это очень обманчивый критерий. Комфорт не равно точность. Можно слушать часами просто потому, что система сглаживает проблемы. Завалены верха, размазан бас, нет резонансов, которые раздражают. Мозгу легко, но это не значит, что звук правильный. Хорошая акустика комнаты дает другое. Не устаешь, а слышишь больше и при этом не устаешь. И вот здесь простой тест. Если после обработки комнаты ты вдруг начинаешь замечать нюансы, которые раньше пропускал, значит, раньше проблема была. Просто ты к ней привык. Привыкание не показатель качества. Это всего лишь адаптация. Вот такой вопрос. А почему AUI-конвертер — это так дорого?
Знаешь, Алекс, это закономерный вопрос. И я часто вижу, как люди, которые только начинают погружаться в глубокую работу со своей фонотекой, поначалу задаются этим вопросом. Но вот что интересно. Среди тех, кто уже распробовал AUI-конвертер в деле и сравнил результат на своей системе, мы практически никогда не слышим, что есть решение лучше. Да и то, некоторые из этих людей в конце концов приходят к нашему продукту со временем. На этом уровне совершенствования Hi-Fi и High-End продуктов разница не бьет в лоб. Она требует постепенного накопления опыта прослушивания и ощущения оттенков. И возврат с AUI-конвертер на более бюджетные или бесплатные продукты может дать ответ, в чем именно заключаются различия. То есть, если слушатель по-настоящему почувствовал разницу в звуке, это снимает вопрос цены? Не только в звуке, в отношении к своему времени. Понимаешь, наш слушатель — это не потребитель музыкального потока. Это человек, который готов вкладывать в свою коллекцию записей личный труд, свое время и вкус. Он фактически занимается творчеством, искусством, когда собирает и настраивает свою идеальную библиотеку. И когда ты вкладываешь столько сил в создание своего личного архива, ты начинаешь относиться к нему как к активу. В этот момент вопрос «почему инструмент стоит денег» превращается в вопрос «насколько я ценю результат своего труда?». Те, кто в полной мере услышал эту разницу один раз, понимают, они платят не за программу, а за отсутствие компромиссов. За то, чтобы ни одна секунда их работы над звуком не была потрачена впустую из-за несовершенства алгоритмов. Это плата за спокойствие и уверенность в том, что твоя коллекция в том состоянии, которое тебе нужно. Не надо верить нам на слово, поэтому в бесплатной версии Free мы не ограничиваем качество обработки по сравнению с максимальной версией Produce RD. AUI-конвертер открыт для его прослушивания. А как работает технология оптимизации аудиобиблиотеки, можно почитать в статье и посмотреть видео по ссылкам в описании к этому ролику. А вот сейчас переходим к самой интересной части нашего подкаста. Тут есть комментарии по поводу привлекательной внешности наших ведущих со странным подтекстом. Ну да, фантазия разыгрывается. У некоторых. Бывает. При таком подходе в странном подтексте ничего странного. Это лишь отражает уровень их собственных ожиданий. Про кривые ноги писали. Кривые? Какая прелесть! Это же абсурд. Искусственный интеллект по умолчанию генерирует геометрию идеально. Для кривизны ног нужны специальные, очень сложные промпты, на которые мы не тратим время процессора. Мне кажется, этот ценитель просто наследил подобными комментариями с нескольких аккаунтов. Видно же, очень сильно и упорно хотел донести до нас свою мысль. Слишком уж пахнет троллингом, Алекс. Комментировать наше видео он больше не сможет. Мы ценим чистоту дискуссии. Но мы сделали ему подарок за, как бы это лучше сказать, настойчивость. Упомянули его старания в этом выпуске. А если он снова решит написать с незабаненного аккаунта, то пусть напишет что-нибудь полезное об аудио, если он, конечно, вообще этой темой интересуется, а не просто мусорит под роликами. И вот цитирую. «Было бы человеком озвучено и без вставки с девушкой, было бы приятнее смотреть». Живым человеком и не девушкой? Это да, было бы совсем неплохо. В идеале живой человек должен звучать как профессиональный диктор. Почти так же хорошо, как и мы. За мужчин тоже не переживай. За последние 2 ролика уже и к внешности мужчин претензии появились. Этим комментаторам надо остановиться. В мужчине внешность явно не главное. Если уже в идеальной внешности моей коллеги нашли изъян, то что уж говорить о живых людях? С точки зрения эстетики, некие несовершенства во внешности и делают нас всех уникальными. Даже более, эти несовершенства могут придавать характерность образу человека. Вот у меня эти мужчины в наушниках вызвали только позитивные чувства. Поэтому мы их и включили в ролик. Аннабелла,
Теперь надо решить важный вопрос. Как нам кардинально и бесповоротно улучшить внешность ведущих? Мне сейчас пришла в голову такая мысль. А если мы котов поставим вести наш подкаст? И кошек обязательно тоже. Да эти тролли и котов раскритикуют за хвосты. Или за кривые лапы. Вот такой вопрос. Если студийная аппаратура настроена на сохранение проекта в 24:48, можно позже сделать апсэмплинг и сохранить как 24:192. Только зачем это творчество нужно? Типа обработать, сделать ремастеринг, закатать на пластинку с отличным от оригинала звучанием и продать? Ремастеринг — это отдельный вид работы с музыкой, не связанный жестко с процессом записи. Важно понять, новые детали звука при этом не появятся. Поднятие частоты лишь добавляет больше точек, по которым компьютер считывает музыку. То есть, если цель сохранить оригинальный звук, смысла нет. Да, для чистого звучания самой записи в отрыве от системы апсэмплинг не нужен, но он полезен для обработки. Фильтры и эквалайзеры работают плавнее и точнее. Эффекты и плагины меньше искажают звук, потому что компьютер может точнее следовать форме сигнала. При ремастеринге можно мягче применять фильтры и эффекты перед тем, как сделать стандартный формат, как если бы вы сначала аккуратно сделали рисунок в высоком разрешении, а потом уменьшили его до печати. Цифровая обработка становится чище, меньше фазовых искажений. Ты сказала, что при высокой частоте эквалайзеры работают точнее. Почему? На границах диапазона фильтры ведут себя менее точно, особенно на высоких частотах, что особенно заметно на высокочастотных и полосовых фильтрах, но помогает точнее работать любым цифровым фильтром. Когда точек больше, сетка плотнее, и фильтр может точнее повторить задуманную форму сигнала. Ну а когда все сделано, то для прослушивания можно уменьшить или оставить разрешение проекта мастеринга, учитывая форматы распространения записей и фильтров ЦАП. То есть это похоже на рисование. Если холст крупно пикселизирован, линии кривые и рваные. А если пикселей больше, линии при обработке можно сделать более гладкими. Именно. Если увеличить количество точек, фильтр точнее повторяет форму звука. Высокие частоты остаются чистыми, без лишних искажений. Работа эквалайзера и других эффектов становится аккуратнее, как аккуратная прорисовка на холсте с высоким разрешением. Заметь, это не то же самое, что и теорема Найквиста, Котельникова и Шеннона. Здесь речь идет о стабильности характеристик фильтра по частоте. Апсэмплинг не добавляет новых деталей музыки, а помогает точнее обработать звук, ближе к задумке. Понял. Значит, апсэмплинг — это инструмент для повышения точности обработки и ремастеринга, а не для добавления деталей музыки. Именно. Он нужен, чтобы обработка звучала лучше, а конечный результат зависит от ваших творческих решений, а не от числа килогерц. Вопрос. Про ЦАПы понятно. Хотелось бы узнать, какой уровень джиттера после ЦАПа при условии использования усилителей разного класса и разной акустики. Чем мощнее компьютер и более современная программа для обработки звука, тем меньше джиттер. На самом деле джиттер после ЦАПа зависит почти исключительно от самого ЦАПа и его схемы, особенно от качества тактового генератора. А усилители и колонки могут влиять? Нет, они сами джиттер не создают. Усилитель и акустика лишь воспроизводят сигнал, который отдал ЦАП. Джиттер в аналоговых цепях не прибавляется. А компьютер и программа? Мощность процессора или качество софта на джиттер не влияет. Джиттер — это проблема аппаратного времени, синхронизации, а не вычислений.
Тем более в устройстве ЦАП обычно стоит изолирующий FIFA-буфер, который сводит на нет влияние джиттера на входе цифроаналогового преобразователя. То есть, если ЦАП качественный, джиттер не слышно, даже с разной акустикой и усилителями. Считаем именно так. В хорошо сконструированных аудиосистемах уровень джиттера настолько мал, что его вряд ли возможно услышать. Большинство артефактов на слух — это другие эффекты: помещение, нелинейные искажения, интермодуляции, отражения, фазовые сдвиги, обработка звука. Следующий вопрос. Фильтры ресэмплинга. Их существует сотни, а то и больше. Их методика преобразования работает с каждым видом PCM по-разному или есть общий алгоритм? Если упростить, то у ресэмплинга есть один общий принцип – интерполяция сигнала, восстановление и повторная дискретизация. Но реализуется он разными способами. Один из классических вариантов – вставка нулевых сэмплов – zero stuffing. Между исходными сэмплами вставляются нули, затем применяется фильтр низких частот. Он убирает спектральные образы, возникающие после вставки нулей. Это базовый и очень распространенный подход, но качество здесь почти полностью определяется тем, насколько точно реализован фильтр. Так и есть. Второй – приближенная интерполяция. Новые точки рассчитываются на основе соседних – линейно, полиномами, сплайнами. Такие методы проще и быстрее, но дают ошибки по амплитуде и фазе, особенно на высоких частотах. Все эти методы могут работать как с кратными, так и с некратными соотношениями частот дискретизации. Оба метода могут. Дальше начинаются уже не виды алгоритмов, а качество реализации. Типы окон, линейная или минимальная фаза, длина фильтра, точность приближения идеального синк-фильтра. Именно здесь и возникает реальная разница между конвертерами. Не в названии метода, а в том, насколько точно фильтр удерживает форму сигнала, особенно в области высоких частот и переходных процессов. А битовое разрешение вычислений влияет? Конечно, влияет на точность вычислений, округление, перегрузку и, главное, то, что алгоритм определяется частотами дискретизации и их соотношением. И вот тут появляется интересный момент, который редко проговаривают. Какой? Конвертер может использовать один усредненный фильтр или небольшой набор фильтров для всех режимов. Это компромисс. Более точный подход – подбирать каждый раз фильтр под конкретную задачу, под конкретную пару частот, например, 44,1 в 192 кГц или 48 в 96, под характер фильтра. Фактически это означает, что вместо одного универсального решения используется набор или матрица специализированных фильтров, каждый из которых оптимизирован под свою ситуацию. И именно поэтому в таких решениях, предназначенных для хай-энд-индустрии, как, например, программа ресэмплинга AUI Converter, применяют большие банки фильтров, когда под каждое сочетание частот используется свой вариант коэффициентов, а не один на все. То есть разница между конвертерами – это не идея алгоритма, а насколько точно она реализована. Результат по звучанию зависит от записи, аппаратуры проигрывания и опыта слушателя. И да, на уровне идеи алгоритмы похожи, но на уровне реализации разница может быть заметной, особенно в деталях. И именно качеством алгоритмов и определяется, будет ли результат просто корректным или действительно аккуратным и музыкально цельным. А больше о качестве ресэмплинга читайте статьи и смотрите видео в описании к этому ролику. Вот пишут: «Мне не нравится такой формат радиоточки». Интересное определение. Но для нас это формат максимальной концентрации восприятия. Мы намеренно выбрали лаконичный визуальный стиль.
В мире high-end аудио ничто не должно отвлекать от главного, от того, что вы слышите. Мы могли бы тратить недели на создание пустых спецэффектов, но предпочли направить это время на глубокую проработку контента и регулярность выпусков. Тем не менее, мы развиваемся. Уже внедрили систему анимированных технических визуализаций. Конечно, их создание — это не щелкнуть двумя пальцами, но мы нашли способ делать это достаточно оперативно. В конце концов, мы здесь ради звука, а не ради визуального шума. Зачастую сегодня люди не готовы отдавать 30 минут экранного времени одному видео. Наш же формат позволяет слушать подкаст в движении, заниматься делами и параллельно получать знания. Или можно после рабочего дня лечь на диван, закрыть глаза и спокойно слушать голос, не отвлекаясь на посторонние мысли и внешний мир. А чтобы полностью раскрыть тему, я бы советовал не только слушать на обычной скорости, но и переслушивать каждое видео. Вопросы мы поднимаем непростые, и с первого раза можно упустить важные детали. Согласна. В аудио, как и в хорошем напитке, второй глоток всегда раскрывает больше нюансов, чем первый. Плейлист с нашими роликами найдете в описании к этому видео. А на сегодня все. Спасибо, Аннабелла. И тебе спасибо, Алекс. А с вами были Аннабелла и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AOE Converter. Ставьте лайки. В комментариях задавайте вопросы для следующих выпусков и делитесь своим опытом по темам, затронутым в этом ролике. Мы читаем все ваши комментарии. И даже если мы не вступаем в пустые споры, мы слышим каждого, кто ищет истину. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.